Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Сегодня у нас в гостях наш любимый народный эксперт Людмила Владимировна Мамызина из Москвы. Как всегда, у нее очень интересная тема для беседы. В этом выпуске речь пойдет о выдающемся выступлении Димаша на конкурсе «Сингер», где в одном из этапов Димаш исполнил сложнейшую песню «Show Must Go On» легендарной группы Queen. Людмила Владимировна, мы все во внимании. Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада приветствовать вас на канале Алга Петербург. Наш любимый Димаш – уникальный певец. И сегодня я хочу остановиться на третьем туре конкурса, на котором Димаш исполнил один из лучших хитов группы Queen «Show Must Go On» и занял на нем достойное третье место. Но сначала немного истории о самой песне и о ее первом исполнителе Фредди Меркьюри. Он родился в религиозной семье, принадлежавшей к древней народности Парс, в мае 1946 года. Родители назвали его Фарух, что означает «счастливый». В возрасте 8 лет родители отправили Фаруха учиться в Индию, где он поступил в частную английскую школу и получил там разностороннее и качественное образование, в том числе и музыкальное. Игра на гитаре, на фортепиано, пение в хоре. В возрасте 18 лет родители перебрались по религиозным причинам в Лондон, где Фарух продолжал свое образование в художественной школе и политехническом колледже. Параллельно с этим он продолжал увлекаться музыкой и в различных студенческих компаниях, группах. И до той поры, пока он не встретил своих будущих коллег по группе Queen. Невероятный голос с широчайшим вокальным диапазоном Фредди Меркьюри разносился по всему стадиону и далеко за его пределами. Его эпатажные выходки вызывали смех и бурное одобрение зрителей. Фредди Меркьюри был очень талантливым, харизматичным, ярким музыкантом, который пользовался огромной любовью среди своих зрителей. За пределами сценами он оставался очень закрытым человеком, не любил преследовавшую его прессу, жил уединенно в своем доме и очень был спокойным и приземленным, как он сам говорил. Несмотря на проблемы со здоровьем, возникшими еще в середине 80-х годов, Фредди продолжал полностью выкладываться на сцене и мужественно боролся с болезнью, не говоря об этом, не признаваясь в этом даже своим товарищам по коллективу. Предчувствуя близкую кончину друга, гитарист Брайан Мэй специально для Фредди написал замечательную песню «Show Must Go On». Причем песня была написана в такой высокой тональности, что было сомнение, сможет ли уже больной Фредди ее спеть. Однако оказалось, что он смог это сделать, причем он спел эту песню в полный голос и в один дубль. В этой песне столько отчаяния и боли, а также надежды и веры в то, что шоу должно непременно продолжаться, пусть даже и без него. К сожалению, Фредди Меркьюри не пришлось исполнить эту песню на сцене. Он умер в ноябре 1991 года в возрасте 45 лет. А песня прозвучала позже в созданном друзьями видеоклипе на фоне его выступлений на стадионе Уэмбли. Всем известны слова Фредди Меркьюри: «Я не собираюсь стать рок-звездой, я собираюсь стать легендой». И он стал ею, легендой, которая живет в сердцах миллионов людей. И
через 29 лет после его смерти. Легенда, которая, по утверждению его поклонников, никогда не повторится. Но я думаю, что они ошибаются, потому что через 3 года после смерти Фредди Меркьюри родилась новая яркая звезда Димаш Кудайберген. После 2 победных выступлений на туре Димашу было совершенно необходимо предстать перед публикой в новом неожиданном жанре. Это было довольно рискованным шагом, но он готов к борьбе. На этом туре он выступает под 5-м номером. Пока он идет по длинному коридору к сцене в сопровождении своего отца, ведущая конкурса представляет его присутствующим. «Я уверена, — говорит она, — что после выхода нашего первого шоу в эфир все присутствующие здесь на студии и перед телевизорами от всего сердца полюбили этого певца. Он новая звезда, он мальчик-сенсация. И сегодня он представляет нашему вниманию любимую песню группы Queen «Show Must Go On». По его виду не скажешь, что он сильно волнуется, но при первых же звуках замечательного оркестра он мгновенно преображается и начинает свой страстный монолог, обращаясь то ли к зрителям, то ли ко вселенной. Сначала он поет очень нежно, затем все мощнее и драматичнее. Димаш смог очень точно передать боль и печаль, которые испытывал Фредди Меркьюри. Напряжение возрастает. Димаш с высоты своего роста бросается на колени, продолжая утверждать «Show must go on». Для самого Димаша в этом призыве заключается свой собственный подтекст. Его шоу должно продолжаться до окончательной победы во что бы то ни стало. Как и во всех своих других каверах, Димаш не копирует и здесь оригинал. Он талантливо воскрешает дух рока в его лучших традициях, еще более возвеличивая славу его первого исполнителя Фредди Меркьюри. Итак, состязания певцов окончены. Все с нетерпением ждут результатов голосования жюри и зрителей. Конкурсанты волнуются, но наставник не торопится и начинает с последних мест. Димаш спокоен. На вопрос наставника, чего ждет Димаш, он отвечает: «Мне не важно, какое место, но я не очень доволен своим выступлением». Как это похоже на нашего Димаша, такого скромного и самокритичного. И когда очередь доходит до Димаша и объявляется 3-е место, он с обаятельной улыбкой благодарит всех присутствующих за искреннее сопереживание и обещает, что в будущем будет стараться еще больше. И, конечно же, он счастлив и уверен в том, что шоу будет продолжаться. Лично я люблю исполнение песни «Show Must Go On» обоими певцами, но благодаря Димашу она получила новое воплощение, ведь легенды не умирают никогда. Даже гитарист группы Queen и автор песни Брайан Мэй, которому реально понравилось исполнение Димаша, считает, что сам Фредди одобрил бы его. К сожалению, Димаш Кудайберген больше никогда не исполнял эту замечательную песню. Но как было бы интересно услышать ее теперь, когда он повзрослел. Спасибо большое нашему народному эксперту за этот удивительный экскурс в историю. Благодаря вашему подробному и красочному рассказу мы как будто заново пережили те удивительные моменты, которые навсегда останутся в памяти каждого DR. Друзья, не жалейте лайков и комментариев для нашего народного эксперта. А я пока пойду и попрошу Людмилу Владимировну еще что-нибудь нам рассказать. Алга DR, Алга Димаш. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал
и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».